Всем привет! Не так давно нашел такое вот интересное устройство. Это, как вы поняли уже, нетбук, но есть в нем некая тонкость. И я хочу с вами поделиться обзором на него. В принципе, с виду ничего не скажешь. Обычный маленький нетбук. Что же здесь в нем такого интересного? Если мы перевернем нетбук и посмотрим на этикетку, то здесь найдем некую информацию. Во-первых, то, что здесь установлен процессор Action S500 QR Core. Также здесь указан размер матрицы. Это 10 дюймов и ее разрешение 1024 на 600. Также указана RAM и ROM память. Это 512 гигабайт и 8 гигабайт оперативки. Но эта информация заведомо ложная. Позже покажу почему. С виду это больше ничем не примечательный нетбук. А так в целом нетбук стандартный. То есть здесь есть тачпад, есть клавиатура без нумлока. Также здесь он оснащен различными портами. Это 2 USB 2.0, также разъем для зарядки. Дальше у нас идет мини-HDMI, разъем для наушников, микрофона. И теперь самое интересное. При включении мы с вами видим, что загружается система Android. Да, система Android. Я за свою жизнь не встречал таких нетбуков, ни ноутбуков ни разу. То есть здесь, вероятно, стоит виртуальная машина, которая подгружает эту систему. Я почему-то ожидал, что здесь будет Windows. И когда включил этот ноутбук, думаю, блин, Android, серьезно? Версия Android здесь 5.1. В принципе, здесь ничего нового, казалось бы. Для планшета и телефона здесь абсолютно все стандартно. Также нетбук подключается к сети Wi-Fi, потому что имеет Wi-Fi модуль. И мы здесь можем наблюдать навигацию. Все я здесь уже проверил. Рабочая камера 0,3 мегапикселя, также рабочий микрофон, рабочий тачпад, все USB порты рабочие, все работает. Все сервисы Google здесь работают. Единственное, что очень неудобно, то что экран не сенсорный. Так и хочется нажать кнопочку именно на мониторе, но, к сожалению, он не сенсорный. Что касается из минусов, на клавиатуре нет русского языка. То есть, чтобы набирать какой-то русский текст, нам необходимо пользоваться тачпадом. Ну или можно подключить мышку. Но все же это не очень удобно. Клавиатура у нас только английская. Оперативной памяти здесь всего 1 гигабайт, как я выяснил, а не 8, как указано на задней этикетке, от чего он очень сильно тормозит. Далее, что еще? Жесткий диск здесь на 8 гигов, также есть еще 2 гига отдельно. Не знаю, как это устроено, либо там стоит 2 CD-карты, либо же это один поделенный на 2 логических. Ну, в общем, как-то так-то. К сожалению, экран не сенсорный, пользоваться только тачпадом. Конечно, если на его производительность обращать внимание, то он затупок еще тот. Чтобы загрузить какое-либо приложение, нужно тут часа 2 просидеть. Ну, это образно, конечно, не 2 часа, но очень долго. Но что удивляться, если такое устройство управляется всего лишь 1 гигабайтом памяти. Аккумулятор здесь 3000 мАч, но для Android версии 5.1, в принципе, пойдет. Так, ребят, зашел в раздел о батарее. Здесь написано, что ноутбук продержится на 45% еще 3 дня. Конечно же, это не совсем так. Продержался бы он хоть бы несколько часов. Итак, интернет у нас работает. Подключен он к сети Wi-Fi, нетбук. И, как видите, все находит. Проблемы. Итак, ребят, включил видос на этом ноутбуке. Эта ошибка связана Звук неплохой, как вы слышите. Накопителя жесткого диска или SSD. Этому Изображение есть передает. даже 3 причины. Немножко подтормаживает, это правда. нарушены настройки BIOS. Второе. За процессор я мало что сказал. Процессор здесь стоит S500 с тактовой частотой, работает до 1,5 ГГц. Получается он двухъядерный, но не могу понять, он мобильный или полноценный. Но я думаю, что мобильный. Также он имеет дискретную графику. Конечно же, к работе с ним надо еще привыкать, потому что не часто увидишь нетбук именно с системой Android операционной. Как она устроена, я так и не понял. Пытался зайти в BIOS, здесь никакого BIOS вроде бы как и не получилось найти. Вероятно, что здесь уже с завода установлена флешка с виртуальной машиной и с системой Android. Также здесь есть разъем под RJ45, то есть под LAN-провод для подключения к интернету. Есть здесь, ребята, и встроенная камера, она работает. 0,3 мегапикселя ее разрешение. Ну, такая достаточно ущербная. Нетбук очень маленький, весит он полкилограмма. Сравните его с рукой, то есть одной рукой можно покрыть всю плоскость ноутбука. Также попробовал установить некоторые приложения, WhatsApp, например, все устанавливается, работает, но очень медлительно. Вот такая вот вещица, не знаю, будет ли вам интересно, но для меня, допустим, она стала интересной, потому что я ни разу такого не видел. Нетбук с системой Android, ребят. Не знаю, не встречал. Может, конечно, я
зашкварился и уже просто не слежу за новинками, не знаю. Хотя, судя по версии Android, он не очень новый. Вот, цена его варьируется от 40 до 60 долларов на разных платформах магазинов. Допустим, на Алике его можно купить за 6 тысяч рублей. На других платформах можно его найти за 7, но конфигурация примерно одинаковая. Не знаю, есть ли другие конфигурации, но вот такая вот вещица, ребята. Честно, наверное, назвал бы его какой-то детской игрушкой, потому что это несерьезно. За 6 тысяч рублей, конечно, можно найти на вторичном рынке довольно-таки неплохой ноутбук для работы. Это, конечно, штучка как игрушка. Даже еще присутствует пленочка на мониторе, кнопки не затерты, да на нем никто и не работал. Его купил человек, просто посмотрел, оценил и понял, что он ему не особо-то нужен, и он валяется с тех пор. Да и судя по весу, тут ничего на себя не представляет, поэтому, скорее всего, там планшетная материнская плата, аккумулятор, да и все, и сам корпус. В общем, ребята, я хотел с вами поделиться вот таким вот устройством, точнее обзором на него. Вероятно, что большинство людей тоже такое не встречали. Именно нетбук с управлением клавиатуры, мыши на системе Android. Но вы как считаете, имеет ли эта штука право на жизнь? Пишите в комментариях. Всем спасибо, пока.